Далее вопрос от Станислава из Москвы. Валерий Викторович, почему при всем умственно-человеческом потенциале Россия постоянно отстает от Запада в технологическом развитии и уже 2 раза в истории проводила интенсивную догоняющую модернизацию при Петре I, когда становилась центром концентрации управления Евразийского крыла ГП, и при Сталине, когда шла своим русско-советским путем? Причем оба раза при помощи большого количества иностранных специалистов. Может потому, что в Европе условия жизни толкали на технологический прогресс, а Россия при этом пыталась сделать упор на биогенность, но мало успешно, в частности потому, что Запад со своими войнами мешал, так же как ацтекам и инкам, да и монголо-татарская ига могло повлиять. Монголо-татарского ига не было. Была форма союзного государства в виде Орды. Это уникальное государственное образование, и мы уже неоднократно об этом говорили. Что же касается России. Россия никогда интеллектуально не отставала от Запада. Более того, Россия всегда интеллектуально была впереди Запада. Но весь вопрос заключается в следующем, что государственное управление Россией всегда было западно ориентированным, западово-вдохновленным. Они хотели войти в Запад за счет ресурсов России. И всегда было целенаправленное подавление любой экономической, политической, технологической мысли в России. Примеров тому множество. Именно у нас были, например, изобретены казнозарядные орудия, которые не могли освоить в средние века производство Запада. У нас были сделаны и нарезное оружие, винтовки, тогда, когда на Западе это было невозможно. Достаточно сказать, что в XVI веке, когда западные теоретики рассуждали о возможности применения по одиночной цели оружия, ружья, наши стрельцы уже в лед били птицу пулей. Не дробью, а пулей. То есть качество изготовления нашего оружия было в разы лучше. Смута полностью нивелировала технологическое превосходство России. Потом пришлось, естественно, догонять. Но можно было догонять на собственном опыте. Вот Петру Первому еще можно было воспользоваться собственным опытом и строить корабли свои и более лучшие, чем брали с Запада. Но Петр I воспитывался для того, чтобы, будучи западовдохновленным, он окончательно уничтожил Россию как конкурент Великобритании, глобальному предиктору, в смысле становления альтернативного центра концентрации управления. А Петр I, наоборот, принял царство, которое дышало на ладан, а ушел, оставив империю, которая стала субъектом глобальной политики практически на всю, до сих пор. Вот. Дальше. Возьмем, скажем, перед революцией. Деятельность какая была царских чиновников? Разве они поднимали наших оружейников? Нет. Поехали, купили никчемную винтовку Бердана. Привезли, сказали, вот винтовка. Посмотрели наши оружейники и говорят, это не винтовка, а так себе. Перепроектировали, сделали. Ну и что? Наши генералы поспешили Бердану. Вот, твоя винтовка. Он, да нет, это я вообще даже такое не вижу. Бери, вот тебе деньги. Во всем мире берданка номер 2 это Russian Rifle, русская винтовка. А у нас это винтовка Бердана. Пулемет Максима.
та же самая история. Револьвер Нагана, та же самая история. Мосинская винтовка чудом просто была принята на вооружение. Все генералы сопротивлялись. Почему? Потому что Ротшильд сказал, у вас должна быть принята винтовка Нагана. А она вообще, вот как ни делали, не тянули ее за уши, она не могла выиграть конкурс у Мосинской винтовки. Вот. Но тогда была другая предпринята, вообще это гениальнейший ход был предпринят со стороны глобального управления. Ну да, приняли на вооружение Мосинскую винтовку, но что сказали? Чтобы мы могли вам развернуть производство Мосинской винтовки за рубежом, вы возьмите маленькую деталь. Вот у Мосина есть хорошая обойма, да? Потом к ней практически все страны перешли. А вот возьмите конструкции Нагана. И приняли. А в результате чего? В то время, когда все страны переходили на патроны с проточкой, мы вынуждены были из-за этой обоймы сохранить патроны с закраиной. А это уже какое технологическое это влияние на конструкторскую мысль. Отсюда проблемы очень большие у винтовки СВТ-38-40, например. Да еще там масса всего. То есть вот как тормозить технологический процесс, не только наши стремились во всем сдать Россию, а еще и было управление извне. В результате этого, в результате действий нашей элиты управленческой, мы пришли к Первой мировой войне, не имея ни химической промышленности, ни авиационной, ни автомобильной, ни двигателестроительной, ничего не имели. Просто-напросто мы сырьевой придаток Запада. В то время, когда на Западе вовсю уже шли, ставили двигатели внутреннего сгорания, у нас технологический прогресс. Мы паровые двигатели начали внедрять. Ох, как быстро стали развиваться. То есть, мало быть научной мысли, нужно еще ее творческое воплощение. При Сталине это было, после Сталина. На чем встала Япония? Скупала все малотиражные газеты, где рационализаторские предложения, малотиражные газеты заводов. Скупала юный техник, технику молодежи, наука и жизнь, где печатались всякие изобретения. Потом они реализовывали, патентовали. Вот сейчас мало-помалу встает наш автопром. И вот года 2 назад собрались все автопромышленники, я сейчас не помню, как это мероприятие называлось, но суть заключается, один из выступающих там сказал, говорит, сейчас мировое автомобилестроение находится в кризисе, потому что мозги из России уже более не утекают к нам, мы уже не можем пользоваться их технологическими разработками, им создаются условия для того, чтобы они оставались здесь, в России, и реализовывали в собственном автопроме. Вот отсюда постоянное навязывание мысли, что мы не можем строить хорошие машины. Чтобы он не было у нас автопрома, а все наши технологические разработки уходили на Запад. Забыли, как после Второй мировой войны мы задали полностью мировую моду. Победа, потом ГАЗ-21, потом ГАЗ-24. Что сделали с ГАЗ-24? Пригнали в Бельгию 6 машин Хрущев. Все, хорошая машина. Погрузили эти машины на самолетик и в Соединенные Штаты. Документацию с завода технологическую в Соединенные Штаты. Выходит на мировые рынки Dodge, собрал все сливки, а потом выходит наш ГАЗ-24 на эти мировые рынки. И мир говорит, а что нам нового показали? Это Dodge. Все, русские никто. Везде управление. Россия всегда была богата
на самородков, изобретателей. Только благодаря этому Россия всегда устойчива. Только благодаря этому. Вот что бы в России как бы ни происходило, а задавить ее никак не могут. Потому что народ творческий, инициативный и концептуально властный народ. А теперь стоит задача, чтобы каждый концептуально властный стал каждый человек. Чтобы каждый человек сейчас, веление времени, и каждый человек должен знать, как управляются сложные социальные суперсистемы. И тогда он сможет защитить интересы свои и своей семьи. Вот на протяжении сегодняшней передачи я постоянно, начиная с первого вопроса, об этом постоянно говорю. Нужно знать, как управляются социальные сложные суперсистемы. Нужно быть концептуально властным. И тогда Россия никогда не будет догонять. Россия всегда будет впереди планеты всей. Как она... Вот смотрите, космос. Ну никто никогда не может соревноваться с Россией. Ни в одном аспекте. Не надо рассказывать про эти сказки, что кто-то там летал на Луну. Они космическую станцию не смогли создать. Типа 3 раза туда летали. Ага. Летали они туда, на Skylab. Ведь как появился вообще этот Skylab? Когда стало ясно, трофейные немцы свой потенциал выработали, и стало ясно, что развитие американского космоса отстает, и что в результате этого Соединенные Штаты могут полностью, как космическая держава, прекратить свое существование и не дожить до того момента, когда Советский Союз прекратит свое существование, сдавшись издыхающим Западу. Вот, о чем страстно мечтала партсофтноменклатура и что она осуществила. Было принято решение поддержать американскую космическую отрасль за счет перетока наших технологий на Запад. Как это было сделано? Совместный полет. И под этот совместный полет им дали и технологию создания космической станции, и другие технологии. Ну и продержался американский космическая программа. А так бы полностью. Нам мешать не надо. Нам надо освободить творческий потенциал масс. И тогда все будет. А у нас постоянно, смотрите, что происходит. Управленческая элита давит. Додавила до предела Россию. Взрыв. Сметается эта управленческая элита. Снова приходит новая управленческая элита, давит, снова взрыв. Поэтому не надо. Вот улетели в Париж господа после Октябрьской революции, а потом, и за что же это так? Мы же такие хорошие, мы же так управляли красиво этим быдлом. И вот это сейчас элита так называемая, она же по тому же алгоритму. А вот что самое интересное, они даже в веках-то править не могут. Вот чем характерно, так скажем, сыновья и дочери партсофтноменклатуры? Они оказались жизненно недееспособными. Многие из них в нищете умерли, хотя были на самом верху, они были золотой молодежью, для них все было открыто. Когда средняя зарплата была в Советском Союзе 120 рублей, для них 120 тысяч это были вообще так, мелочь. И чего? Ушли в никуда. Что сейчас с золотой молодежью, с этими мажорами? Да та же самая ситуация. Растут вообще ни к чему не приспособленные. Но в результате вообще того, что нынешняя элита давит Россию в угоду Запада, потом пусть не спрашивают, за что им прилетело от России. Более подробно об этом читайте в работах Фонда концептуальных технологий, в частности, в аналитических записках «Революция неизбежна», вопросительный знак или восклицательный знак.
и Запад СССР, как на самом деле шла холодная война, и снова Запад СССР, как на самом деле шла холодная война. Там очень много фактологии, то, о чем сегодня говорил Валерий Викторович. Ну, немного. Там вообще-то постановка вопроса, там много, вот все, что там поставлено, там нужно все раскрывать и расписывать. Но постановка вопроса там целостная, да. Это был последний вопрос на сегодня. И вот тогда возникает, вот, уж пользуясь последним вопросом, ведь возникает вопрос о том, а какая будет трансформация? Ну да, скинем мы вот эту элиту, а мера кровавости, а нам что, нужна гражданская война? Нам нужны глобальные потрясения? Нет, нам это все не надо. Соответственно, этому мы должны освоить, узнать знания об управлении сложными социальными суперсистемами. Для того, чтобы входить в управление этими процессами и снижать кризисность развития процессов, и для того, чтобы, входя в эти процессы, перехватывать, можно снова повторить, входить в управление процессами. Входя в процесс, входить в управление этим процессом. Вот что мы должны сделать. А без знаний здесь ничего не сделаешь. И знания есть только в одном источнике. Это работы внутреннего предиктора СССР, опубликованные до июня 2018 года. В этих работах вы найдете все, в том числе и о том, как мыслить процессами, то есть как осуществлять аналитику. Поэтому помните, каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Расширяйте меру своего понимания, знайте и понимайте больше, осваивайте знания об управлении сложными социальными суперсистемами, читайте книги внутреннего предиктора СССР, будьте концептуально властными, мирного неба вам над головой, счастья. До следующих встреч.